Так, всем привет. В общем, сегодня проблема такая: газовый котел Сеньор Дюваль. Сейчас проблемы этой уже нет, уже исправил. Сейчас дальше все покажу. Значит, возможно, у кого-то тоже столкнулся, кто-то тоже столкнулся с такой проблемой. Значит, работает на отопление он нормально, греет систему хорошо. А как только включаете горячую воду, душ, либо моете посуду, выбивает ошибку F2. Но выбивает она именно исключительно в плохую погоду. То есть труба находится, вытяжка находится в стене, и если ветер или влага дует, сильный ветер, то задувает и выбивает ошибку F2. Значит, если плохая погода и работает отопление, любая какая ни была погода, эта ошибка не выбивает. Только выбивает исключительно на горячую воду. Дальше рассказываю, в чем была проблема. Так вот, котел Сеньор Дюваль термоклассик. Так, значит, по поводу ошибки F2. Вызывал я специалиста по газовым котлам. Все проверил, все датчики работают, все нормально. В общем, напряжения в электронике вообще проблем не было. Единственное, что обнаружилась проблема в датчике прессостате. Произведена была замена прессостата, и в принципе работоспособность восстановилась. Никаких проблем не было. Для того, чтобы добраться до прессостата, может, кто не знает, будет своим путем это делать. Вот, снимается крышка, здесь откручивается внизу два болтика, здесь и здесь. Вот, потом снимается эта крышка, и далее здесь вверху, здесь вверху находится прессостат. Сейчас я ее сниму, покажу. Так, значит, вот наш котел в открытом состоянии. Значит, снимается одна крышка, затем снимается вторая крышка. Вот сама камера. Вот, а здесь у нас находится вентилятор. И вот непосредственно прессостат. Вот он был заменен. Значит, еще следует обращать внимание на вот эту вот трубочку, которая идет от прессостата. Здесь бывает собирается влага, поэтому снять ее нужно посмотреть. И причиной всему выдачи этой ошибки, которая была, эта вот причина была в дефекте в этом прессостате. Поэтому обращайте внимание на вот такие вот вещи. Если у вас выпадает ошибка F2, эта ошибка говорит о том, что какие-то проблемы с вентиляцией. Так, кому интересно, это котел Сеньор Дюваль термоклассик. Значит, вот сам прессостат, наименование, какой здесь находится. Также вот сам вентилятор, на нем тоже есть лейбл. Вот такое вот наименование. Так, двигатель. Это родной стоит. Так, что здесь еще можно посмотреть? Честно говоря, не знаю, что это за узел. Но я думаю, специалисты поймут.
Придется почистить от паутины, конечно, здесь за 2 года. За какие? За 2, за 5 лет. Так, электронный блок. Вот так вот он выглядит, схема. Так, ну вот, в принципе, и все. Да, кстати, еще хочу сказать, есть такая проблема у котла Senior Dual. Может, не только у этого котла. Вот он гудит. Особенно, когда гоняет воду на отопление, идет сильный гул. Так вот, чтобы убрать этот гул, необходимо, опять же таки, снять эту крышку главную. Смотрите, затем берете, вот здесь вот соединение есть. Вот такое металлическое. Вот такая вот металлическая штука. Каркас для электронного блока. Вот он железом своим касается вот в корпус. Вот сюда. С этой стороны также. Просто берете на вот эти вот, на вот этот вот каркас. Сейчас, секундочку, вот этот вот. Одеваете обычную изоленту. Либо можно двухсторонний скотч. Затем придавливаете с 2 сторон обязательно. Вот, придавили. И есть еще одна металлическая такая конструкция. Также сюда вешаете изоленту, клеите. Вот сюда. И вот здесь по ушкам. И все, и одеваете крышку. Котел работает тихо и бесшумно. Так, ну в принципе сейчас такая же погода, ветер в сторону вытяжки после замены прессостата. У нас стабильно идет горячая вода уже 2-й день. Ошибка F2 не выбивает. Вот сейчас работает душ. Сейчас и вчера и уже на протяжении 2 дней проблем с отключением именно горячей воды нет. Поэтому, если возникла такая проблема, именно только на горячей воде, на отоплении такая ошибка никогда не выбивала, даже когда был ветер, вот, только выбивала именно когда пользуешься горячей водой. Если есть такая проблема, обращайте внимание на прессостат, на трубочки, в которых собирается влага. И также можно еще вешать на вытяжку, на трубу грибок специальный. Все, всем пока.